Всех с наступающим, друзья! Вот и подоспела новогодняя нарезочка, при монтаже которой не только отваливаются руки и рендер длится сутками, но и я пропускаю через себя весь материал с канала за год и на основе этого прихожу к себе к каким-то выводам. Этот год вышел очень интересным. Несмотря на то, что это первый год существования канала, но в плане контента он вышел очень плодотворным. Во всей красе раскрыла себя кладоискательская рубрика «Поиск без границ», пополнившись большим количеством выпусков. Появилась новая вкусная рубрика «Кухни мира», которая, надеюсь, всем зашла, и в которой пока что только одно видео, но мы работаем, вся наша команда работает над этим, и в следующем году мы планируем пополнить эту рубрику новыми вкусными видосами. Также в этом году произошли и некоторые другие, но очень важные события, а также эксперименты с форматом канала. Это я о видео с распаковкой и обзорами, которые хоть и очень перспективны в плане контента, но на которые пока не хватает времени. Рубеж в 100 подписчиков был прорван в этом году целых 5 раз. На канал подписалось более 500 любителей годных видосиков из всех частей мира. А может и не только этого, кто знает. Ну, понимаете, о чем я, да? Сегодня с нами уже многие сотни великолепных людей. Нас смотрят из огромного количества стран. Спасибо всем, что мотивируете меня дальше делать видео. Спасибо. Что по поводу перспектив канала, то в дальнейшем планируется не только развивать то, что уже есть, но и появятся новые рубрики и типы контента. Так, я думаю, что наконец-то появятся на канале стримы, а также добавится игровой контент. Так что будет интересно. Вместе мы продолжим двигаться вперед. Ведь именно вы те люди, ради которых я все это устроил. Еще раз поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым Годом, и всем всего. Ну а я пошел отмечать. Всем приятного просмотра и увидимся в следующем году. Хотя, возможно, будет еще видос в пятницу. Ну а теперь давайте в последний раз в этом году запустим это интро. Необычная находка у меня здесь. Смотрите. Шериф. Современный значок. Но значок прикольный. Такого я еще не находил. И еще потенциально хороший сигнальчик. 92 и выше показывает. Это хорошо. Давайте вместе посмотрим, что это. Ого! Друзья, серебро! О, вот это! Вот это да! Делаем ставки, господа. Какой год? Как вы видите, это ранние советы. Нажмите на паузу и напишите, какой вы думаете год у этой монетки. А потом мы с вами узнаем, что это. А теперь... 22-й, друзья. Нет, джекпот я сегодня не выбил. Хотя, как сказать, 2 серебра за день на выбитом месте. Тоже круто. О! Fue otro raro señal. И
Mira que está aquí. Qué raro. Un móvil, pero está destruido. ¿Por qué? No sé. Pero puede ser algo de crimen. No tomamos, pero genial. Искал я искал. После той монетки один мусор. И вот тут по склону шел. Достал вот такую пряжку. Там даже узоры угадываются. Вот здесь вот. Вон. Уж не знаю, какого это времени и от чего, но явно старая. Хорошая находка. Ладно, буду искать дальше, но недолго. Уже дождь капает, так что, скорее всего, пойду я уже. В общем, сигнал очередной. 93, 95, 96. О, друзья, смотрите. Вот это выбитые места. Это же трешка имперская. Так, сейчас я прыскалку возьму. Посмотрим, что за монетка. В общем, это у нас трешечка 1912 года. Вот это да. Смотрите, гербы все на месте. Похоже, вообще в идеале будет. Класс. А вот еще, смотрите, друзья. Это зеркало от машины. Кто это тут потерял, интересно? Прикольно. Зеркальце. Прикольно. Был у меня сигнальчик 85. Думал, пробка, не стал снимать. Но оказалось, что это гильза из-под винтовки Бердана. Вот так вот прикольно. Целая. Берем. И otro cartucho salió. Esta vez de 1915. Viejo. Pero está bien. Зашел я вот в такой лесок. Очень много мусора здесь. И наткнулся вот на такую штуку. Не знаю, что это. Похоже на предохранитель. О, здесь что ли год? Ну-ка, ну-ка. Погодите-ка. 1964 что ли, или 84. Это походу реально предохранитель. Но почему он такой большой и что там внутри, я не знаю. Возьму, пожалуй. Тоже находка интересная. С самого интересного начнем. Вот этот вот медальончик. Это у нас серебро. Я уже проверил. Но серебро с покрытием. Возможно, позолоченное. Потому что желтый оттенок такой. Не ожидал, если честно. Очередная интересная находочка. Это у нас какая-то штучка. Возможно, от керосинки с надписью. Вот здесь вот надписи. Но то опять же надо чистить. Пока ничего сказать не могу. Может, даже и нет керосинки. Посмотрим. Но вполне себе неплохо. Друзья, первая находка, смотрите. Ух ты, что это интересно, а? Давайте посмотрим. Это похоже на телефон. А может, фотоаппарат. Вы посмотрите, о. Сейчас. Ого. Друзья, это реально фотоаппарат, посмотрите. Вот это находка. Такого у меня еще не было. Видимо, кто-то присел здесь и выпал из кармана. Попробуем потом посмотреть. Если там сохранились данные, то, может быть, получится владельца найти. Но находка зачетная, если он, конечно, еще работает. Продолжаем, друзья.
О. Друзья, я не знаю, как это работает, но вот здесь вот только что я сорвал гриб, а вот здесь рядом был сигнал. И смотрите, что тут. Это у нас, друзья, монетка. Причем монетка, судя по всему, не простая, а серебряная. Вот это да. 15 копеек 1903 года. А нет, друзья, 1908. Но это царское серебро. Возможно, в те времена здесь тоже грибы росли. Отлично. А я еще не хотел брать прибор. А так вот серебришко. И это первая находка. Ну что, продолжаем и посмотрим, что еще попадется. Всем привет! Это была новая рубрика «Кухни мира» и В92. Всем приятного аппетита! Пока! А сигнал-то неплохой. Уже даже не очень черный какой-то. Сигнал какой-то странный. Оу, пуговица советская. Ну теперь понятно, почему она в чернину отдавала. Донце у нее металлическое обычное, а с этой стороны похоже алюминий или что-то такое. А нет, это блокировка. В общем, железная пуговица с блокировкой советская. От чего не знаю, надо будет потом посмотреть. Ого, смотрите-ка, зеркальце. В каком-то футляре. Блин, прикольно. Я такое в первый раз нахожу. Классно. Почищу. Посмотрим вместе. О, еще кое-что интересное. Пошли интересные находки. Смотрите, что тут. Ножницы парикмахерские. Филировать челку. Рабочие. Да. Поехали дальше. Hey guys, I found something interesting. Headphones. Very nice. Of course I will take it. And let's continue. Друзья, я не знаю, как так. Ну вот, смотрите. Шел мимо и на лавочке лежит сережка. Вот это поворот! Я не знаю, как так можно... Что надо было делать и как так можно было. Смотрите, клейма здесь. Вижу 925-ю пробу. Серебро, друзья. Вот это да. Прямо на скамейке лежала. Блин, вот это находка. С камнем каким-то. Янтарь, что ли? Блин, вообще зачет. Вики, скажи привет. Да, иди сюда. Сюда иди. Иди сюда. Привет скажи. Не хочешь? Невоспитанный пес. А вы, друзья, за здоровый образ жизни?
У меня, походу, стало входить в традицию находить интересные находки уже после копа. Потом у меня попалась еще вот такая вот старая бутылочка. Очень интересная. Жаль, без надписей, но видно, что очень старая. И еще нашлись вот такие вот очки. Это женские солнцезащитные очки. Видимо, кто-то забыл. Если узнали свои очки, пишите мне на почту. Уже думал складываться, уходить. И тут сигнал. Откопал. А это еще одна монетка до реформа. Вот это вот повезло. 20 копеек, 35-й год. Да. Вот это я понимаю. Находка так находка. Под конец прям. Смотрим дальше. О, смотри. Кольцо. Серебряное золото. Серебро, скорее всего, потому что сигнал высокий. Или алюминий. А нет, смотри. Что, золото? Не пойму, по-моему, может быть, нет, серебро, наверное. Vale, salió una cosa interesante. Mira, parece que es cartucho. Sí, así es. Un cartucho de la rifle Mosin o algo así. Vamos a ver qué año. Flipalo, amigos. 1913. Excelente. Y pienso que no es rusa. Interesante. Tomamos. Друзья, это просто жесть. Вы посмотрите. Видите это? Сигнал был как у пробки. Ох ты, пятачок. Серебряный, да еще и имперский. Вот это поворот! 1911. Блин, круто. А вокруг этого пятачка ямки чужие. Вот тебе его RX. Зачет. Очередной интересный сигнал у меня. Ух ты, друзья, империя, смотрите. Вот точно не зря пришел шурфить. Посмотрите на это. Что это? 1/2 копейки? Вообще круто. Год пока не скажу, к сожалению. Совсем непонятно, что это за монета. Но это точно империя и точно 1/2 копейки. Круто. Зачет. Продолжаем поиски. О, смотрите. Это у нас копеечка, друзья. Я уже вижу, что она ранняя. Вы представляете, тоже 35-й год. Но старый тип. А ну-ка. И это еще не все. Хорошо, тут кто-то сходил в туалет в свое время. Нашел значок прикольный. Но не прибором, а глазами. Прибор его не видит. Он пластиковый. Прикол. Берем. Вот такая вот интересная пломба. Это почтовая. Там вот, если видите, есть почтовые рожки. Но, к сожалению, что написано, я пока не пойму. Возможно, здесь и пробка, но сигнал 92-93. И он мне очень нравится по своему звуку. Стоп. Смотрите-ка. Если 92-93, значит это серебро, друзья. Реально серебро. Смотрите, проглядывается звезда. 15 копеек 23-го. Еще серебро. Вот это круть. Отлично. Зачет. Первая монета за сегодня, друзья. Вот она.
Вот она лежит. Ух ты, юбилейная. Смотрите. Юбилейная 50 лет советской власти. Прикольно. Уже неплохой результат. Продолжаем. Видишь? Ух ты. Спаси и сохрани. Да. Что-то такое. Офигенно. Серебро, друзья. Вижу клеймо. Первая же находка и сразу серебро. Вот это я понимаю озеро. Отлично. Недаром вертолет летал. Зачет, друзья, зачет. Ребята, вы просто не поверите. Я сам, когда увидел, даже вот не поверил, вот, что я могу найти такое вот здесь, вот. Вот как? Объясните мне. Я вот просто не знаю. Ну, вот смотрите сами. Ну, вам уже понятно, что это монета. А что это за монета? Это деньга. 1748 год. Деньга. Здесь. Это просто нереально. Это... А какой сохран, а? О, да, вот это находка. Такого у меня еще не было. Ладно, буду я дальше искать. Если что-то еще найду, покажу. Но одна вот эта находка, это уже она сделала коп. И, кстати, вот еще из чердачных находок вытащил там вот такую вот дверцу от печки. Старинная. Лет 100 и не меньше. Прикольно. Узор какой-то на ней есть. Ну, с другой стороны, что с другой? С другой стороны просто другая сторона. Вот так вот. О, смотрите, друзья, у нас тут водопадик. А вот еще интересно, смотрите, друзья. Это еще старые царские керамические трубы. Очень интересно. Здесь вот только здесь двушка была, а вот здесь точно такой же сигнал, друзья. 95-97. Давайте глянем. Да, это еще одна монета. Еще одна медная монета. Я думаю, того же периода. Да, друзья, еще одна двушка, но на этот раз 1865-го. Моя первая имперская рассыпуха этого периода. До этого только позднюю империю находил. Сейчас еще буду это место проверять. Продолжаем. Спустился я уже вниз, друзья. И попалась мне интересная находка. Смотрите. Пистолет игрушечный алюминиевый. Прикольно. Ладно. Vale, tengo otro hallazgo. Y hallazgo muy interesante. Mira esto. ¿Por qué está aquí? Qué raro. Vale, vamos a continuar. Продолжаем углубляться. И тут очень перспективный сигнал. 96-98. Я очень надеюсь, что это случай. Вот здесь оно. А нет, это монета, друзья, смотрите. О, большая медная монета. Ух ты! 2 копейки Александра. Вот это поворот! Год не могу сказать, но, по-моему, 1817. Очень крутая находка. Это первая монета такого типа, которую я нахожу.
Зачет. Продолжаем. Выпал у меня еще брелок вот такой сверху. Брелок-ключик. Прикольный. Берем. Ничего интересного не попадается. Ну и вот такие вот еще одни ключи выпали. Вторые ключи за сегодня уже. Ладно, пойдет. Берем. Друзья, я себе давно хотел купить маленький совочек, потому что большой лопатой не всегда удобно копать. И смотрите, мне не пришлось покупать. Я нашел его. Вот это да. Вот это находка зачетная. Во. Вот сейчас был сигнал хороший, вот выпала пробка. Но я думаю, вы понимаете, что я не для этого включил. Потому что рядом с пробкой, и естественно я глазами это увидел. Смотрите, друзья. Смотрите. Вот это поворот! Пачка денег лежит прям вот так вот в траве, в натуре. Сколько тут? Давайте посмотрим. Охренеть. Настоящие. 1, 2, 3, 4, 5. 550 рублей. Ой, блин, а. Не зря я сюда поднялся, не зря. Нормально так получилось. Вроде рядом ничего больше не валяется. Искал одно, нашел другое. Ну правильно говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Вот, пожалуйста, результат. 550 рублей просто на земле валялись. Кажется, что вот это просто кусочек металла, да, но на самом деле все намного интереснее. Это осколок от античного бронзового зеркальца. Это оловянистая бронза, и вот этому кусочку металла как минимум 2000 лет. Представляете? Вот это поворот! И даже снимать не стал, потому что не мог себе представить, что это такая вещь. Вот эта сторона была блестящей и была отполирована так, что можно было смотреться как в современные зеркала. Ну почти. А с этой стороны, как видите, остались элементы орнамента. Но, к сожалению, понять, что именно здесь изображено, уже не представляется возможным, так как остальных кусочков у меня нет. И у меня, если честно, даже мысли не возникло рядом с этим кусочком что-то искать. Okay, my first find of the day. It's a bottle from 1970. Very nice. Right on the top. Here. Cool. Друзья, первая интересная находка у меня. Не монета, но вот, смотрите. Часы какие-то сверху лежали. О, да еще и Casio Edifice. У меня почти такие же. Вы прикиньте, они идут. Серьезно идут. Жесть. Да. Не зря тут написано Water Resistant. 10 бар. Вы прикиньте, они сколько тут пролежали, и они идут. Вот это да. Можно сказать, что испытания они прошли. Хе-хе. Ладно, продолжай. Да, помню, такие были. Олимпиада в Афинах 2004 года. И вот такие кружки выдавали в награду за баллы с крышек от Кока-Колы. Да, сейчас тоже выдают, но это вот прям совсем древнее. Сколько уже ей лет? 15? Да, 15 лет. 15 лет здесь лежит эта кружка. Наверное. Может, меньше. Да, интересно. Ну ладно, продолжаем. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. You make my heart beat super fast. Super fast. Super fast. You make my heart beat super fast.
Finalmente encontré algo más interesante. Pienso que es insignia, sí, de aluminio con Ленин. Interesante. Buen hallazgo. Continuamos. Друзья, был у меня сигнал 95-96. И смотрите, чуть-чуть копнул, и вот такой кругляшок. Я еще не знаю, что это. Давайте вместе смотреть. Так. Это монетка. И это, друзья, имперская монетка. Первая империя за сегодня. Это у нас двушечка. Двушечка 1916 года. Ну, неплохо, неплохо. Продолжаем. Пломба тоже в идеале. Что написано? Непонятно. Что написано? Почтовая, может быть, я не знаю, что-то такое. Но это советская. Это не царская. Блин, друзья, думал пробка. А это оказалось, смотрите, что. Пуговица. И, похоже, имперская пуговица, друзья. Вот это поворот! О, реально, это имперская пуговица, орлянка. Посмотрите, посмотрите на нее. Ух ты. Тут еще надписи будут. Да, почистим, посмотрим, что там. Но имперская пуговица — это просто зачет. Берем. Рядом с пуговицей смотрите, что выпало. Серьга. Возможно, серебро. Конечно, я в таком грязном состоянии не вижу никаких клеем. Но я думаю, серебро. По цвету очень похоже, и камень есть, фианит, скорее всего. Блин, второе серебро здесь, слушайте. Возможно, здесь еще что-то есть. Блин, продолжаем. Шурф сегодня что-то не радует, очень мало находок. Но я надеюсь, что хотя бы вот эта монета. Будем извлекать онлайн. Здесь. Да, друзья, это монета. Хоть что-то. А что за монета? Да, что-то совсем лысое. В общем, друзья, я даже затрудняюсь сказать, что это. Монета ушатанная в хлам, но, судя по сигналу, это, возможно, двушка советская. Уже дома почищу и постараюсь хотя бы какие-то признаки рельефа отыскать. Может быть, станет хотя бы понятно, что это. Ладно, пока продолжаем. Ну, наконец-то что-то интересное попалось. Судя по сигналу, это что-то раннее. И да, я прав, это похоже на 15 копеек щитовик. 31 год, нечастый, кстати. Вот это хорошая находка, это мы берем. Поехали дальше. Друзья, я уже домой иду. И смотрите, кого я встретил по дороге. Смотрите, какой ежик классный. Я в первый раз живого ежика вижу, друзья. Это просто крутота. Посмотрите, какой классный. Офигеть. Вот это да. Реально круто. Да не бойся, я тебе ничего не сделаю. Прикольно, ежик. Офигеть. Вот это, друзья, находка так находка. Это вам не монетки.
Офигеть. Ладно. Pойду дальше. Y otro hallazgo interesante es estrella soviética. No está mal. Tomamos. О, монитос. Причем монитос неплохой. 2 копейки 41-го года. О, неплохо, неплохо. Берем. Глубина 2 штыка, друзья. И здесь очень хороший сигнал. 94-96. Надеюсь, это что-то интересное. Сейчас посмотрим. Так. Да, хороший сигнал, друзья. Где-то тут. О, смотрите. Смотрите. Вот она. Похоже, это еще одна Александровская двушка. Блин, глубоко как была. 2 штыка. Даже глубже 2 штыков, я же еще копнул. Вот это да. Блин, зачет, слушайте. Еще одна двушка Александровская. Год не скажу, но когда почищу, фото обязательно будет. Круто. Не зря углубился. Поехали дальше. Попалась мне еще одна монетка. Двушка 35-го года, верховая. Старый тип. Классно. Уже темнеет, скоро пойдем мы обратно. Ну а пока продолжаем. Нашел пуговицу интересную. Она из алюминия, но на ней орел. Новодел, походу, под империю. Прикольно. Берем. Alright, I have an interesting signal here. 92-93. Let's see what it is. Look at that. It's a coin. It's a silver. 10 kopecks of 1930. Cool. Very nice. I'll take it. Let's continue. Я это просто должен сфоткать, потому что это круто. Otro hallazgo interesante. Parece que es algo para mujeres. Sí, así es. Interesante. Tomamos también. Наконец-то еще один перспективный сигнал. Очень хороший. Просто очень. Сейчас посмотрим, что это. Вот здесь он, друзья. У меня в руке. О, смотрите. Смотрите.
эта монетка. Первая за сегодня интересная монетка. Друзья, это еще одна империя. Тоже 1/2 копейки. Вот это круто. И, кстати, похоже, тоже 1910 года. Как та первая. Интересно. Да, 10-й год, друзья. Николай II. Отлично. Зашел я, короче, в другую пещеру. Тут такая пещерка небольшая. Здесь, видимо, кто-то живет периодически. Много мусора, типа вот такого. И первая находка, кстати, у меня. Вот, смотрите. Спиннер. Да, не зря пришел уже. Ладно, сейчас посмотрим, что тут еще есть. А вот это уже реальная находка. Выпала копейка дореформенная. Я еще не смотрел, какой год. Она вот прям вот так вот лежала. 1939. О, отлично, как хорошо, а. Вот эта находка меня порадовала. И сохран идеальный. Отлично. Буду искать дальше. Очередной монетос, друзья. И это снова ранние советы. 3, да? 3 26-го года. Неплохо. По-моему, у меня такой нет в коллекции. Надо будет посмотреть. Зачет. Еще кое-что интересное. Немецкий гильзач очередной от Маузера. 29-й год. Но кто производитель, уже дома посмотрю. И уже в видео вставлю. Прикольно. Целый. Попался мне кулончику такой микроскопический. Долго я его искал. Вон, смотрите, меньше пальца. Прикольно. Берем. Друзья, вот на таком месте я нахожусь. Тут скала и ямы везде. Но, несмотря на то, что тут ямы, это не помешало выпасть империи вот такой классной. Конечно, она не очень классная, немного гнутая, но смотрите, какой сохран, по крайней мере, с этой стороны. Копейка 1872. С этой стороны не очень, но это империя, это классно. Продолжаем. Очередной глубинный сигнал здесь. Что-то выскочило. Сейчас посмотрим, что. Опа-на! А вот это уже интересно. Это что такое? Вот это поворот! Что это? Еще и так глубоко. В общем, я сейчас откопаю. Если что-то будет интересное, то покажу. Ну такой сигнальчик я просто не могу не заснять. Пусть там даже пробка будет. Но 95-97. Но очень хороший сигнал. Так что я просто обязан его выкопать в онлайне. Нет, друзья, не пробка. Монетка. А вот дорога.
которую уже 300 раз выбили. Друзья, монетка непростая. Это 2 копейки 1856. Ничего себе. Вот это да. Я таких еще здесь не находил. Хорошо я сегодня вышел. Поехали дальше. Fijaros, amigos. Mira esto. Mira esto. Oh, espero que es plata. Mira. Oh, vamos a ver. Estigmas. Finalmente. Sí, hay estigmas. Mira. Hay estigma 925. Sí, es plata. Es plata. Mi primera plata. Por hoy. Sí. Perfecto. Es increíble. Busqué tan mucho tiempo. Y finalmente encontré esto. Continuamos y tomamos. Finalmente algo interesante. Mira qué es esto. Es una moneda y no solo moneda, es moneda de plata. Soviética plata. Excelente. Primera plata por hoy. 10 kopecks of 1924. Es increíble. Claro que tomamos. И vamos a continuar. Нет, я, конечно, понимаю, там стаканчики, монеты, но вот это уже интересно. Что она здесь делает? Антуражная такая вещица. Да еще и закрытая. Ха, прикольно. Я ее возьму, пожалуй. Посмотрим. Да. Короче, вот мой рюкзак. А вот здесь, в 2 метрах от него, выпал сигнал 95-96. И тут огромная монета. Вот это да. Что это? Ух ты, это пятак 24-го года. Вот это да. В 2 метрах от рюкзака. Вот это круто. Отличное завершение копа. Берем. Этот коп стал в очередной раз рекордным. По монетам я поднял в общей сложности 124 монеты. Наконец-то! Наконец-то у меня походу выпало что-то интересное. Был сигнал пробочный, не стал снимать, но я увидел, что это монета. Смотрите. Что это? Ух ты, это империя, друзья. Копеечка имперская. То ли 1903, то ли 1905. Ну, короче, крутая монетка. Класс. Берем. А гильза-то царская. Вон там надпись есть. Написано Тульский. Потом помою, покажу фото. Круто. Вот еще из чердачных находок. Кто постарше, если смотрит видео, может помнит такие сигареты. Болгарские, 70-х годов, шибко. Пачка прям в идеале сохранилась. Это уже сейчас раритет даже, так что взял в находке. Смотрите, что я нашел. Я, конечно, не уверен, но это подозрительно похоже на золото. Блин, проб не вижу. Проба! Друзья, проба! Золото! Снова золото! Блин! Наконец-то! Наконец-то, друзья, золото! Это мое второе золото. И первое в этом сезоне. Блин, классно! Вот это да!
Какая там проба стоит? Золото советское, друзья. Я вижу звезду, а проба вроде 583 или 585. Но это точно золото, друзья. Блин, класс, 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 класс. Берем. Вот это неожиданно, друзья. Вот здесь прям сверху вот такой вот патрончик выпал. Тоже немецкий. Интересно. Продолжаем. В общем, перехожу через мост, друзья. И смотрите, кто там. Змея греется. Блин, уползла. Да, прикольно на реке. О! Нашел я наконец-то перспективный сигнал. Он не на поверхности и звенит 96-97. Давайте посмотрим. Здесь два варианта. Либо это крышка алюминиевая, либо медная монета. Поэтому делаем ставки, господа. Нажмите на паузу и напишите, что вы думаете здесь лежит. А потом мы увидим все вместе. Есть. На поверхности. О, да, друзья, это медная монета. Это 3 копейки 24-го, как я понимаю. Да, 3 копейки 24-го. Классно. Медные монеты всегда приятно находить. Отлично. Продолжаем. Я даже и не знаю. Это что-то нереальное. А что я нашел, смотрите сами. О, серебро. Да еще и царское. Вот это поворот! Это мое первое серебро в жизни. Вообще. Когда-либо, что я находил. Из всех находок, это первое царское серебро. Вот это находка. Наткнулся на такую находку. Смотрите сами. Вот это поворот! Вот прям вот так вот лежат часы. Причем часы какие-то крутые. Вот, смотрите. Вы прикиньте, а? Смотрите. 2 часов уже за сегодня. Вот это да. Да уж. Круто. Кстати, ремешок-то целый. Просто вставить вот сюда вот и будет часы нормальные. Но они не идут. Наверное, батарейка села. Давно уже, небось, лежат. Блин, вообще. Ладно, продолжаю движение к дороге. Скоро темнеть будет. Еще находочка. Ключ. Вот такой вот от дома, где деньги лежат. Правда, от чего? Не знаю. Прикольно. Монетка, друзья, судя по всему, очередная. Это у нас пятачок ранний. 53-й год. Ну и лопатой шаркнул, конечно же. Ладно, хорошая монетка. Хоть что-то. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night.
Очередная верховая находка, друзья, но на этот раз поинтереснее. Не просто монета. Посмотрите, что здесь. Сережка. Это даже интересно. С какого она металла? А пробы стоят. Пробы стоят. Серебро, наверное. Да, серебро, скорее всего. Может, позолоченное какое-нибудь. Сейчас. Ну да, ближе к 90. То есть это не золото, наверное. Но серебро точно. Классная находка. Под завершение прям порадовала. Продолжаем пока. И самое вкусное из чердака — это две вот такие имперские пуговицы телеграфно-почтового департамента. Такого типа пуговицы использовались в период с 1875 по 1917 годы. Они немного отличаются, но и, видимо, и производители разные, потому что на этой стороне, смотрите, как классно все сохранилось. Надпись «Бух», то же самое на иностранном. Первый сорт надпись и Санкт-Петербург тоже почему-то на иностранном. Это класс, класс. Не такие частые, как орлянки. И вторая немного похуже, потому что здесь вот ржавчина. Но она, наверное, не цельно-медная, а помедненная или, ну, в общем, с покрытием. И, возможно, не первый сорт, кстати. А так вообще чердачный сохран радует. Такие цветные находки, они вот как эта пуговица, они вот просто в идеале. Чтобы вы понимали, вот здесь везде ямы чужие. И здесь тоже яма чужая. И в этой яме, смотрите, что было. Это, друзья, серебро. Да не простое серебро, а царское. Там стоит 84-я проба. Вот это крутяк. 84-я. Это запонка была. Она отломанная. Здесь даже какой-то рисунок и эмаль. Надо будет мыть, смотреть. Но круто. Круто. Зачетище. Попалась прикольная штучка мне. То ли гном, то ли, не знаю, то ли клоун. Что-то такое. Клоун, наверное. Значок какой-то советский. Прикольный. Берем. Друзья, я просто должен это заснять. Смотрите. О, вот это да! Я, правда, не вижу никаких проб. Так что это может быть и не серебро, но... Вы посмотрите, какая! Ох ты! Вот это да! Это мы определенно берем. Вот еще из чердачных находок такая штучка. Не знаю, что это. Кто знает, говорите. Украшение какое-то или что-то такое. Но сохран, смотрите, вообще бомба просто. Amigos, encontré algo aquí y es realmente un hallazgo del día. Mira. Вот это поворот! Muy raro hallazgo. Tomamos. Excelente. Очередной сигнальчик. Давайте в онлайне посмотрим, что это. Стопы. Опачки. Монетосина. И что это у нас? 2 копейки. Снова 35-й год. Вообще. Сколько тут этих 35-х? Так, это... О, новый тип. Блин. Я ее лопатой прям по гербу. Вот это, конечно, я дал. 2 копейки, новый тип. Стоит денег, а я ее... Вот так вот. Блин, печально. Ладно, берем. Друзья, наконец-то что-то стоящее среди этой мусорки попалось. Смотрите сами. Колечко вот такое вот. И на нем стоит проба. Я, правда, не вижу, что за проба. Судя по всему, кстати, это кольцо золотое. Вот это поворот! Причем из 2 металлов.
Вот такой более белый и желтый металл. То есть, возможно, это белое и обычное. А это, возможно, даже и бриллиант. Вот так вот. Мусорка. Я же сказал, здесь теряли. Вот так бывает. Отлично. Мое первое золото. Класс, класс. Вот такая находка. Продолжаем. В общем, уже возвращаюсь, и вот гильза от Бердана попалась. Тут год видно. Судя по всему, 1891. Я ее дома почищу и фото вставлю. Самое интересное, что она наверху была. Пробки водочные, значит, в глубине, а вот такие вещи на поверхности. Вот как. Их тут две, оказывается, было. Еще пятнашка 39-го тут же. Прикольно. Я уже проверил, больше сигналов нет. Блин, сразу надо было сюда идти. Очередная трешка, но на этот раз 35-го года. И тоже старый тип. Новый я уже находил, теперь старый вот нашел. Вообще круто. Берем. А вот это у меня. Вы посмотрите, сколько их. 2 вилки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ложек. Еще вот такие остатки. Просто сервант можно собрать. Клад ложек, можно сказать. Внезапная находка у меня тут, друзья, смотрите. Но это, скорее всего, не серебро, ну и, конечно, не золото. Просто бижутерия. Наверное, латунь или медь. Хотя здесь есть какое-то клеймо. Но это ладно, это потом я проверю, но скорее всего нет. Но прикольно, зацепил цепочку. Друзья, я был неправ, когда говорил, что это не серебро. В общем, я немного почистил, и вот здесь вот, на вот этом вот звене стоит проба 875. То есть это вроде как должно быть серебро все-таки. Если это серебро, то это отлично. Но меня смущает то, что не выглядит эта цепочка как серебряная. Ладно, пока считаем, что это не серебро, но надеюсь, что я ошибаюсь. Класс. Vale, otra moneda más. Y pienso que es otros 5 copex. Sí, así es. Soviéticos 5 copex de 1973. Pienso que sí. Vale, no muy frecuente año. Tomamos. Здесь у меня очередной хороший сигнал. О! Ого, друзья! Посмотрите на это. Это у нас 3 копейки 24-го. Ух ты! Вот это находка. На этих выбитых местах это уже не часто встретишь. Крутая монетка. О! Вы видите это, друзья? Это еще монетка. О, двушечка. 35-го года. Какого типа? Ух ты, новый тип, друзья. Это даже монетка денег стоит. Классно. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just wanna, yeah, I just wanna. You're my dream, but I
want it. Попалась задняя часть от гильзы вот такая. 12 калибр. Написано Лондон. И еще там что-то. Потом почистим. Фото увидите. Прикольно. Тоже берем. Не знаю, что это. Но похоже на поздние советы. 15 копеек 1980 какой-то. Хоть что-то. Ладно, продолжаем поиски. В общем, друзья, я же вам сейчас показывал пятнашку, да? Оказалось, что здесь еще монеты есть. Я уже выкопал 5 монет. Вот она, 5-я у меня в руках. 15 копеек 78-го. Вот сюда ее положим. Вот смотрите. Еще одна монета. О, это 50 копеек вообще, 73-го. И сигнал... А, стоп, еще одна. Смотрите, под ней была. Вот она. Еще советина. 81-й, по-моему. И сигналы, как я понимаю, тут продолжаются. Да. Видите, да? О-хо-хо-хо! Флипа que suerte! Unas monedas soviéticas, pero no una. Una, dos, tres, cuatro. No, no es todo. Oh, 5 copex. Excelente. 5 monedas. Excelente. Tomamos y continuamos. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace. Давайте посчитаем, сколько монет еще накопал. 5 у меня уже было в руках, да? И сколько еще вот здесь лежит, сейчас посчитаем. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в общей сложности у нас получается 21 монета поздних советов. Вот такая вот рассыпуха вот здесь была. Блин, классно, слушайте. Ладно, продолжаем. Блин, друзья, у меня второе серебро, смотрите. Это кольцо советское с камнем и 875-й пробой. Второе серебро, блин. Вот это да. Ладно, продолжаем. Мне, друзья, вы представляете, вот здесь только что пробку выкопал. Вот здесь был такой же сигнал. Думал пробка, но смотрите. Друзья, это империя. Это 3 копейки. Ой, хоть что-то за сегодня. Вот это наконец-то я нашел. Друзья, 1898. Неплохая монетка. Думаю, в сохране будет. Так. Надо этот пятачок проверить. Самое странное, что я здесь с компадриком конкретно ходил. А вот монетосы все равно сыпятся. Это очередная ранняя трешка. Я уже вижу, что сохран хороший. А вот какой год? 32-й. К сожалению, не очень редкий, но зато в идеальном сохране. Берем. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. И еще интересная вот такая вот штучка. Я думал, что это гильза маленькая, но когда ее почистил, смотрите, что я здесь увидел.
Это, друзья, имперский орел. Там еще буквы СБ. Вряд ли видно на видео, но в любом случае я фото приложу и сами увидите. Если у кого есть идеи, что это могло быть, то пишите в комментариях. Еще один интересный сигнал в глубине. Скорее всего, я подозреваю, что это очередная пробка, но мало ли. А нет, смотрите, не пробка это. Не зря начал снимать. Опа-на. Это серебро. Это советское раннее серебро снова. Вот это круто. Я ее лопатой черканул. Вот это я дал. Это 15 копеек. Из тоже 22 года. Как 20-ка. Прикольно. Осталось 10 копеек найти, и будет погодовка. Но это вряд ли. Классно. 2 серебра за день. Очень хорошо. Очень. Зачет. Выпала еще одна пуговица. Смотрите. С этой стороны, к сожалению, рисунка нет. Но здесь, как видите, есть надпись. Я думаю, это имперская пуговица. Что у нас там написано? Копейкин. Да, имперская пуговица. Не знаю, что здесь написано. Потом я ее обязательно почищу. И главное, у нее ушко целое. Берем. Отлично, отлично. Микки. Микки. Ты что там делаешь, а? Ну сюда иди. А, Микки? Микки. Что нашел, а? Что нашел? Микки, что нашел? В общем, очередная находка. Если честно, ничего особенного. И даже не цветмет. Но находка достойная внимания. Ха. Ключ на 14 и на 17. Уж я не знаю, кто здесь с ключами-то бегал. Однако в хозяйстве вещь полезная. Ищем дальше. Очередная находка. Но на этот раз уже целая ложка. Ничего, пойдет тоже. Советская алюминиевая ложка. Ничего интересного, но целая. I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Еще один серебряный сигнал был рядом, и тут я уже видел где-то монетка. Ага, вот она. И похоже, это тоже серебро. Да, друзья. Это очередная серебрушка, имперская. Зачет. 10 копеек 1908 года. Вот это рассыпушка. Вот это я понимаю. Сходил за грибами называется. Зачетище. Поехали дальше. Тоннель, друзья, очень интересный. Он полностью каменный. И я с моим ростом спокойно в нем иду, не пригибаясь. Пол тоже каменный. В общем, здесь все очень интересно. Впереди что-то есть. А вот здесь, походу, когда-то был люк. А может и нет, может какой-то провал был. Друзья, вы это видите? Ничего себе. Вы посмотрите, первая интересная находка за сегодня. Мяч. Вот это уже нормально. Берем и продолжаем. Вторая интересная находка за сегодня. Это у нас, друзья, запонка. Но запонка, скорее всего, латунная или медная. Не серебро. Тоже пойдет. Берем. I'ma try. Want you to know this, the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life, my happy end in hard times. Oh baby, hug it to myself, hug it
to myself, I get to myself, and I just wanna Can't get to myself. Can't get to myself. Can't get to myself. To myself. Есть у меня более-менее интересная находка. Вот такой вот браслет поднял. Это не серебро, бижутерия, но браслет. Прикольно. Ладно, продолжаем тогда. Друзья, первая монетка в этом мусорном лесу, смотрите. Вот она вот так выпала. Еще не смотрел, что это. Ух ты, это империя, друзья. Вот это я удачно зашел. Имперская монета, друзья, копейка это. Год 1891, друзья. Александр III. Представляете? Вот это да. Коп удался. Первая сегодня интересная монетка. Когда-то это были дачи. Еще во времена империи. Вот остатки от здания. А сейчас здесь просто заросли и куча мусора. Очень печально. Но вроде собираются восстанавливать. Посмотрим. Очередная монетка, друзья. Сигнал у нее подозрительный, но хороший. Я еще не знаю, что это. Давайте смотреть вместе. Да ладно. 1 злотый, польский. Ничего себе. 1 злотый, алюминиевый. Понятно, почему такой сигнал был странный. А какой год? А год хороший, друзья, смотрите. 49-й, друзья. 1 злотый, 1949-го. Вот это да. Вот это монетка. Очень неожиданная и приятная находка, скажу я вам. Хоть и алюминиевая. Берем. И вот, наконец, смотрите, что выпало. Это у нас, походу, перстень. Сейчас мы посмотрим, что за перстень. Хоть камень не кажется таким ушатанным, это не я сделал. Он такой изначально стоит. Не похоже на серебро, скорее всего, медный перстень. Да и окисленный сильно. Блин, ну классная находка, слушайте. Хоть что-то. Здесь у нас развилка, друзья. Вот здесь был когда-то еще один слив. А дальше начинается понижение. И туда мы уже не пролезем. Вот смотрите, еще. Там, как видите, тоже старые керамические трубы. Ну и мусор всякий. А там, ну там немного дальше и потом тоже поворот. А здесь он даже рельсы старые, смотрите, прикольно. Раз такое дело, то мы пойдем сюда. Вот, друзья, и первый наш грибообразный товарищ. Смотрите, он здесь даже не один. Вот второй растет, маленький. Ну что, берем. Ох, какой. Посмотрите. Вот, видите? Отлично, отлично. Сейчас посмотрим там что. Первый есть, надеюсь, не последний. Продолжаем. Вот здесь была запонка, а вот здесь рядом выпал очередной сигнальчик. Это у нас кусок столового ножа. Прикольно. Тоже берем.
Ну что, интересные находки продолжаются. Вот такая вот штука попалась. Что это, непонятно. Здесь вот такое отверстие. Кто знает, пишите в комментариях. Похоже на огнетушитель, цвет соответствующий, но я не знаю. В общем, ладно. Еще у комрада ножик. Вот такой вот прикольный. Что это? Ягуар, пантера. Это белка, короче. Ну ладно. Ничего, такой ножик. Нормально. Ну, продолжаем. Друзья, первая более-менее интересная находка после мяча. Очки солнцезащитные у нас тут. Правда, поломанные, но очки. Прикольно. Посмотрим, что еще попадется. Друзья, блин, вы посмотрите на это. О, это же империя. Это империя, друзья. Первая империя здесь и за очень долгое время. Вы посмотрите. У меня тут прыскалка есть. Сейчас я ее немного помою и покажу вам. В общем, друзья, помыл я ее немного. Смотрите, это у нас трешка 1916 года. Вот такая вот. Классно, классно. Это моя вообще первая трешка имперская, которую я нахожу с прибором. Круто. Отлично. Вот очередной советик ранний. Опачки, что это? Ого, 2 копейки 26-го. Я еще такую не находил. И сохран, как обычно, бомба. Класс. Наконец-то что-то более-менее стоящее попалось. Вот, смотрите. Пуговица советская. С ушком. Уже неплохо. Ладно. Уже хорошо. Заметил я вот в этих кустах вот такой вот стаканчик. Целый, самое интересное. Есть здесь какие-то клейма. Но, к сожалению, никаких дат или прочих опознавательных знаков не имеется. Но это советский стакан. Берем. I had another signal, very nice signal, and look at that. That's cool. But it's not silver, I think it's aluminum, but I'll take it. Так, вот такого я вообще не ожидал. Тоже, правда, ничего интересного. Я думаю, это алюминий. Но сам факт. Здесь я такое нахожу в первый раз. Я еще дома посмотрю, что это. Может, даже это и не алюминий. Но, судя по весу, это именно он. Вы представляете, друзья? Смотрите, еще одна ранняя трешка лежит прямо на поверхности. Ничего себе. Это трешка 26-го. Ух ты. Вот это да! Вот где надо копать. Берем, берем. Посмотрим, что еще попадется. I got another find. It's a lighter. Yeah, it's working. Very nice. Already second lighter for today. I'll take it. Что-то интересное тут происходило. Вот здесь была первая трешка, вот здесь вторая. А вот здесь был сигнал от пробочный. И вот смотрите. Ничего себе. Непонятно. 55-й что ли год? Или наоборот 16-й, не знаю.
Надо посмотреть будет. Но целая, слушай, круто. Берем. Интересный здесь какой-то сигнал, друзья. В этом месте я уже был и выбивал его. Вот здесь вот будет видео. Кому интересно, смотрите, было здесь вот имперское серебро и имперская медь. И сейчас я пришел, и тут опять сигнал. Я не знаю, как я его пропустил и что это, конечно, но сейчас мы это выясним. Но сигнал очень хороший. О, вы посмотрите. Это монета, друзья. Как я ее пропустил? Это имперское серебро снова. Ничего себе. Да ладно. Что за дела? 20 копеек 1910 года. Ничего себе. Это, похоже, остатки той рассыпухи, что я здесь поднимал. Но я не видел этого сигнала тогда. Как так-то? Блин, круто, имперское серебро, друзья. Но ни одного гриба до сих пор не нашел. Так что надо исправить этот момент. Поехали дальше. Это у нас, друзья, пуговка-гирька. Между прочим, это моя первая пуговка-гирька в жизни. Не знаю, каких времен, но явно старая. Смотрите. Потом почищу, уже точнее скажу. Прикольно. Флипало. Gafas de sol. Pero muy raras. Interesante. Tomamos. Buen hallazgo. Видите, да? Попался сигнальчик 96-98. И вот такая верховая пуговица. О-о-о-о-о-о. С гранатой. Гренадерская. Круто. И ушко целое. Вообще зачет. Берем. Попалась нам пробочка от графина, друзья, смотрите. Не знаю, советская или современная, но вот это мы уже берем. Прикольно. Ее отмоешь там? Ладно, поехали дальше. В общем, возвращался я к велику своему. И выпала вот такая штучка. Какая-то бижутерия, наверное. Сейчас помоем, глянем, что это. Даже с камнями. Прикольно. Интересная штука. Вот видите? Только сказал, что закругляюсь. И сразу что-то интересное выпало. Ну что, наконец-то первая монетка.
не очень. А хотя, погодите-ка. Я думал, это поздняя копейка, а это оказалась ранняя копейка. О, хорошее начало. Какой год? Копейка 1930 года. Неплохо. Сохран, я думаю, будет отличный. Продолжаем. Alright, friends. I have an interesting signal. $84.85. And look at that. Oh, nice coin. It's 5 kopecks. 1929. Beautiful coin. I'll take it. Very nice. В общем, нашел я еще пару ходячек. И выпала вот такая вот штучка интересная. Смотрите. Классно. Что это? Значок? Кокарда? Похоже на кокарду. О, даже крепление целое, слушайте. Блин, классно. Советская кокарда. Берем. Хорошая находка. Еще монетоз, друзья. На этот раз советский. 2 копейки 40-го года. Вот. Ну, неплохо, неплохо. Посмотрим, что еще попадется. Да, здесь походу на штыке только самое интересное начинается. Вот смотрите, на штыке еще одна монетка. Я еще не знаю, что это. Давайте смотреть. Опа, это у нас рамочник, я думаю. Да, это 15 копеек 36-го года, друзья. Все, пошли находки, даже 20 копеек, не 15. Или 35-го. В общем, не важно. Главное, что это находка. И находка интересная. Поехали дальше. Еще один монетоз. Это у нас копеечка 36-го года. Да, 36-й. Сигналила, однако, как поздняя копейка. Но монетка хорошая, поэтому берем. Что-то интересное нам тут попалось. Смотрите. Это ножик, причем ножик советский. Не открывается, к сожалению. Попробуй, да, открыть. Это такая пилка. А, это пила. Прикольно, ручная пилка. Полезная вещь. Можно отпиливать конечности. Что ты его погнул? Прикольно. И самая интересная находка, это вот такая вот английская пуговица. Белогвардейская. У меня уже было видео с такой пуговицей, я уже одну находил, но она была побольше. Вот здесь будет подсказка, обязательно посмотрите. Это поменьше, но тоже того же типа. Форму с такими пуговицами в очень больших количествах поставляли в Россию для нужд Белой армии во время гражданской войны. Недолго я искал. Смотрите, это у нас колечко. Медная, скорее всего. Не знаю, старая, не старая. Может, вообще самоделка. Ну вот, первая интересная находка. Лежала сверху вот здесь. Продолжаем. Какой-то значок у меня выпал. Смотрите. Вот такой узор у него. Не знаю, что за значок. У кого есть идеи, пишите в комментариях. Кстати, уже второй я такой нахожу. Первый тоже в этом районе нашел. Но вон туда повыше. Ладно, берем. Смотрите, какое интересное место. Там внизу ручеек. Возможно, здесь что-то будет. Сейчас спустимся и посмотрим. Место классное. Очередная находка, друзья. Это у нас, друзья, часики. Карманные часы. Думаю, середина 20 века. Интересно. Берем, конечно.
Был сигнальчик 90-92. Отгреб ногой, исчез, думал пробка. Но, смотрите, это оказалось не пробка. Это имперское серебро снова, друзья. 10 копеек 1909-го. Ой, сегодня прям вообще выбитые места снова радуют. Или это ORX радует. Ну, я даже и не знаю. Зачет. В общей сложности здесь получилось 82 монеты. Не рекорд, но на втором месте после моего предыдущего рекорда. О, смотрите, друзья. Здесь у нас ливневой сток. А вот здесь старый царский коллектор. Вот так он выглядит. Сейчас мы туда и пойдем. Ну что, друзья, поехали. Очередной монетосик у меня. Это вот такая вот ранняя копеечка. 28-й год. Скоро буду уходить. 51, 52. В земле звенел 65. И это у нас щитовичок, как я вижу. 10 копеек. А год... Ох ты, год 34-й. Круто. Нечастый год. О, нормально. Пришел я на одно место, где я с компадриком много монет поднимал. Серебро. И вот там, где я ходил прям с ним, выцепил еще монетку. 10 копеек 41-го. Круто. Берем. I found even an Imperial Silver. It's 15 kopecks of 1879. It's an awesome find and it has very nice condition. Yeah, I definitely didn't expect to find such a thing. It's really cool. That's how it looked when I found it. Хороший лес, друзья. Хоть и мусорный, но здесь находки хорошие попадаются. Вот смотрите, вторая интересная находка. Пуговичка необычная. Видно, что царская, смотрите. Сейчас точно не скажу, какому ведомству принадлежит, но явно имперская. Интересно. И ушко целое. Отлично, отлично. Смотрите, какая штучка выпала. Нет, я не думаю, что это золото. Бижутерия какая-то, наверное. Но прикольная. С камушками. Берем, конечно. Another interesting signal. Right on the top. And it's a button. Aluminum button. Look at that. Soviet. Nice. I'll take it too. Let's continue. О, слышишь? Кто-то ходит. Кто-то над нами ходит, друзья. Прям вот здесь вот. Они могут услышать нас. Не, там слишком много шума. Blind, I was blinded, and I don't. Ну что, друзья, начнем обзор. И сначала посмотрим монетные находки. Всего 59 монет. Да, вот это реально рекорд по монетам у меня получился. 59 монет за один коп. И еще один монетос, друзья, смотрите. Тоже рамочник. 20 копеек 42 года, друзья. Круто. Уже третья монетка здесь. Вообще отлично. Продолжаем. Вот это да, я бы сказал. Смотрите, что. Это у нас кованая ножка от лавочки. Вот это да. А может даже чугунная. Ладно. Если не забуду, заберу перед уходом.
О, смотрите. Еще один пятак. А какой год? 48-й. Ну, этот частый. Давайте еще ямку проверим. Все. Больше нету. Круто. Блин, друзья, вы представляете, что у меня выпало вообще? Это вообще вот такого я точно не ожидал. Вы посмотрите. Вот это поворот! Совок в лесу валяется. Что он тут делает? Вот это да! Chego не ожидал, того не ожидал. Prикольно. Hay algo más interesante. Mira qué botella con diseño. Pienso que es buen hallazgo. Moderna, pero bonita. ¿Tomamos? Сушить повесил и забыл. Может, кто-то не звали. Да-да. Майка женская. Женская, по-моему, да? Пума. Не, мужская. Тут оставляем. Не берем. Какой-то сигнальчик еще. 67, 66. И он в земле. А год какой? А год 29-й. Круто. Берем. Захотелось мне черметный сигнальчик взять. И не зря. Смотрите. Вот такая вот советская звезда. Ну, это, видимо, значок был. Вот здесь остатки иголки и даже эмали чуть-чуть осталось. Ну, находка неплохая. Тоже берем. Поехали дальше. Еще немного прошел оттуда. И вот выпала еще одна монетка. Я ее еще не поднимал, но уже вижу, что это дореформенный совет. Это у нас 15 копеек 41 года. О, отлично. У меня такой нет в коллекции. Отличная находка. Отличный сохран. Ну, теперь будет. Да, сегодня удачный коп. Ладно, буду искать дальше. В общем, глубина чуть больше штыка. И вот, смотрите, сигнальчик. Ух ты. Это ранний советик. 3 копейки 1939. Отлично, отлично. Первая стоящая монетная находка. Все, шурф уже не зря закладывал. Продолжаем искать. Fijaros, qué moneda encontré. No sé qué moneda es. Lo encuentro en primera vez. ¿Qué país? República. Ah, Azerbaiyán. Interesante. Mi primera moneda de ese tipo. Что-то мне попалось тут. По размеру трешка. О, ранняя трешка. О, 34-й год, друзья. В прошлый раз я нашел такую убитую. А теперь не убитую. Вот это класс. Зачет. Первая за сегодня. Ранняя советина. Коп состоялся. Это носки. Тебе носки не нужны? Нет. Нет? Такие нет. Уверен? Я не люблю белый цвет. Носки не будешь брать? Не, вообще. Ладно, возьмем, выкинем. Давай в реку их кинь нафиг. Как плывут. Нет, мы же не свиньи. Я хотел, чтобы носки поплыли по реке. А у тебя есть носки? Можешь свои кинуть? А вот и вторая находочка, друзья. Бижутерия, конечно, но приятная. Подковка, брелок. Надеюсь, он выпал не просто так, и сегодня будет очень удачный выход. Не только в плане монет, но и грибов тоже. Поэтому продолжаем, друзья. Otro cartucho interesante. También completa. Y tiene año. Excelente. Antiguo cartucho. Tomamos. Посмотрите, что я выкопал. Ух, похоже на серебро, друзья. Я не знаю, серебро это или нет, но очень похоже. Блин, круто.
Сейчас не буду смотреть клейма и все прочее. Но колечко крутое. Смотрите. О. Берем. Encontré algo más. Es un cuchillo más grande que otro que encontré antes. Bonito. Es más interesante. Tomamos. Что-то здесь походу сломали. Вот такие детали начали выскакивать вот из этой ямки. Сигнал сначала хороший был, потом испортился. Чего-то HP. Что это такое? Вот еще детали. Короче, не буду я дальше копать. И это нам не надо. Но прикольно. I found some jewelry. Look at that. Wow. Very nice. I don't know what type of metal is it, but I'll check it later. I'll take it. А у меня первая находка. Современная бутылка, но именная. Смотрите. Автор Дадашев. Железноводские минеральные воды. Целая. Такое мы берем. Значит, вот здесь вот я нашел копейку. А вот здесь рядом была монета глубоко. Ну и как вы поняли из моей оговорки, это была монетка. И монетка довольно приятная. Щитовичок. 20 копеек 33 года. Неплохо. Вот такая пуговица еще в темноте нашел уже. Она полностью из цветмета, видимо ранняя. Тут есть надпись. Ну, фото я вставлю. Друзья, все-таки я нашел правильный сигнал. Прям вот под этим деревом. И посмотрите, это раннее советское серебро, друзья. 15 копеек 23-го. Отлично. Наконец-то серебро. Вот теперь можно и домой. Еще один хороший сигнальчик прорезался в глубине. И, как я вижу, это у нас пуговица. Правда, без надписей. Но ушко целое. Почистим дома и узнаем точно. Но классно. Продолжаем. Смотрите, очередная находка у меня. Вот так вот и лежала. Это у нас звездочка с погонов, но без крепления. Прикольно. Берем. А вот, друзья, и еще монетка. Похоже на щитовик. Да, это у нас щитовик 20 копеек. 20 копеек 33-го года. Неплохо. Хорошая находка. Берем. Следующая находка. Это вот такая вот пуговица советская. Ушко на месте. Нормально, берем. А у нас тут Adidas, пацаны. Да, Adidas. Одежда моего детства прям. Ладно, берем. Ранние советики продолжают сыпаться. Это у нас какой-то щитовик. А, это двушка, да. Это не щитовик. А двушка 1930-го. Ну ничего, тоже пойдет. Берем. Тут же недалеко еще один рамочник. На этот раз 15 копеек. Год 49-й, по-моему. На фото будет видно. Берем. Смотрите-ка, друзья, какая штучка попалась. Прикольная. Вторую часть я тоже нашел. Думал, просто крышка от чего-то. А это вот, оказывается, вторая часть от вот этой баночки. Прикольная. С позолотой. Не знаю от чего, но выглядит красиво. Друзья, у меня тут находка отличная. Так обрадовался, что аж забыл снять, как выкапываю. Вот, глядите. Пятак 1878-го.
Или 79-го, что-то такое. Он с комрадом ходит. Серый его зовут. Очередная находочка у меня. Вот такой вот немецкий гильзач от Маузера. 39-й год. Фото прикреплю потом. Это у нас копеечка ранняя, очередная, 36-го года. О, круто. Ты что нашел? Опа-на! И что это? У него есть имя. Смотрите, друзья, манекен. Вот это поворот! В натуре у него имя есть. Его зовут Алик. Знакомьтесь, это Алик. И он не в сборе. Ну, брать мы его, конечно, не будем, потому что он уже не живой. Ладно, пойдем. Прикольно. I found another coin here. It's old Soviet coin. 20 kopecks of 1931. Alright, you'll see a photo later, but I'll take it. Let's continue. А вот они, подснежники, друзья. Уже начали расти. Снега, правда, нет, но подснежники есть. Смотрите, какой. Классный. Ладно, идем дальше. Очередная монетка у меня. Давайте посмотрим, что это. О, это ранняя копейка. Это хорошо. Какой год? Это у нас копейка 35-го. Старого типа. Неплохо. Зачет. А вот кто знает, что это за грибы? Вроде бы опята. Нет? Я не уверен. Кто знает, подсказывайте в комментариях. Что за грибы такие? Их тут вообще прям много. Хоть собирай. Опа-на! И чего это у нас такое? Прикольно. Находка. А я думал, бритва. Не хочешь побрить ноги? Ну ладно. Поехали дальше, друзья. Глядите-ка, еще монетка выскочила. Что за монетка? Трешка? Трешка, вижу, с 40-го года. Блин. Только темнеть начало, у меня монеты поперли хорошие. Все-таки выцепил я еще одну монетку по пути к лавочке. Вот она. Это у нас копейка советская ранняя. 38-й год, друзья. Походу, я сегодня не там ходил. Как сюда пришел, так монеты поперли. Ну ладно, что уж теперь. Очередная интересная находка. Это вот такая пуля от Маузера немецкая. А интересна она тем, что здесь маркировки. Я уже потом почищу и фото прикреплю. Но с маркировками пули попадаются нечасто. Классно? Продолжаем. Вот такого я точно не ожидал найти. Какая-то очень старая бляшка на ремень. Прикольно. Надо будет почистить, посмотреть, что это. Может, там узор будет. Берем. Еще один щитовичок у меня выпал. Тоже не глубоко. И это у нас 10 копеек. А 10 копеек тоже 31-го года. Прикольно. Хорошая монетка. Берем. Интересная надпись попалась на скале. Комлев Ф. Июль 1962 года. Баку. Прикольно. Таких надписей много здесь, в горах. Причем и старые есть, и новые. И вот такие. Ладно. Прикольно. Друзья, у меня империя выпала. Это у нас копейка 1912-го, я ее лопатой черканул. Печально. Классная монетка. Что-то тут интересное лежит, друзья. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Не знаю, что это. Похоже на одежду.
Ты понял, что это? А? Ага. О. Находка. Не берем. Копнул я спорный сигнал на мусорном склоне. И смотрите, вот такая конинка выпала. Медная. Ну ничего, нормально. Надо еще проверить здесь этот склон. Продолжаем. Я сейчас у того места, где я пятак имперский поднял в прошлый раз. И вот недалеко от этого места вот такие ключи выскочили. Латунные или медные, не знаю, но старые. Советские, наверное. Прикольно. Тут даже номер есть. Пойдет, пойдет, берем. Еще один бутылечек интересный попался. Вот он. Старый. Смотрите, какое горлышко. Такие только у старых были. Жаль, надписей никаких нету, но тоже прикольно. Берем. Hey guys, I changed my place and look at that. My first find. I think it's Chinese coin. Вот это поворот! Interesting. I'll take it. Друзья, попалась у меня очень редкая находка. И находка это вот. Нашел я, друзья, осваиватель бюджета. Вот это поворот! Прикольно. Не берем. А вот, кстати, монетос. Что это у нас тут? О, похоже на щитовик. О, 10 копеек 31 года. Нечастая. Мне нравится это место. Поехали дальше. Очередная находочка. Это у нас патрон от ТТ или ППШ. Тут есть номер 541 и год 43. Но мы такое не берем. Поэтому обратно его закапываем и идем дальше. Tengo otro hallazgo, amigos. Es un botón con piedra o algo así, no sé. Pero parece que bonita. Interesante. Seguimos. Otro hallazgo interesante son llaves. Alguien perdió. Vale, tomamos también. И еще одна находка. Вот такая бижутерная заколка. Погнутая. Неплохо. Берем. Another interesting find, guys. Look at that. Nice hairpin. Not silver, but it's cool. I'll take it. Let's continue. Смотрите-ка, еще один нож. С деревянной такой накладкой. О, смотрите. Но он, к сожалению, сгнил уже. Но это советский ножик складной, я так думаю. Тоже пойдет. Берем. Вы посмотрите, друзья, что у меня выпало-то. Образок. Не серебро. Точно не серебро. Но сам факт. Отличная находка. Берем. Смотрите, друзья, прям сверху лежит конина. Прикиньте. Между прочим, это моя первая конина вообще за 2 сезона. Прикольно. Берем. В общем, после кучи пробок у меня очередной монетос. 10 копеек 38 года. Очень хорошо. Продолжаем. Не зря я возле этого деревца копаю. Много монет уже накопал, поздних советов. И вот смотрите, какой-то медальончик или значок выпал. Прикольно. Вот такой вот с орлом и бештау. Прикольно. Берем, конечно. Рядом с бухарским дирхемом пятак лежит. Проверил я ямку, а там еще сигнал. И что за год? Ух ты, 45-й. Я такого еще нету, не попадалось. Прикольно. Какой сигнал у него? А вот так же, как у пробки, 86, 85. О, зачет, зачет. Ох, недалеко от клоуна интересный сигнальчик был. И я вижу, что это монетка.
Похоже на 3 копейки. А, друзья, 3 копейки ранние, 35-го года. Новый тип. Отлично. Вот это порадовала монетка. Продолжаем. В общем, был у меня пробочный сигнал очередной. Но оказалось, что это монетка, друзья. И это пятак. А пятак это у нас 46-го года. Ничего, пойдет. Еще рядом вот такую вилку нашел. Прикольно. Все, берем и продолжаем. Друзья, у меня походу первое серебро. Потому что это монетка. И сигнал 90-92. Есть серебро. Да. 20 копеек. Год 25-го года. Чуть-чуть погнутые, правда, но серебро, друзья, все отлично. Следующий интересный сигнал. Выпала вот такая вот медная штучка. Внутри есть язычок, ну или крепление для язычка. Не знаю, что это было. Может, колокольчик маленький, а может и нет. Но штука старая, поэтому берем и продолжаем. Друзья, я уж думал, что ничего не найду сегодня интересного. Но смотрите. Верховая монета и сигнал у нее 92-93, друзья. Я думаю, это серебро. Очень похоже на 20 копеек. О, это серебро, друзья. Смотрите, 20 копеек 22 года. Ух ты, вот это да, сверху. Сверху я даже не копал. Вот это крутая находка. Давно я уже серебряных монет не находил. Соскучился. И тут вот. Круто. Продолжаем. Y otra monedita más. Parece que es. No, amigos. Pensé que es moderna, pero no, es 5 copias de 1939. Excelente monedita. Espero que encontramos algo más. Vamos a continuar. Рассыпушка, друзья. О, я нашел. Где-то тут. О, еще одна. Но по этой я чуть-чуть, походу, лопатой засадил. Печально. Так, это у нас двушечка. Двушечка 32-го. Отлично. Все, друзья, походу все. Очередной пробочный сигнал меня удивил. Смотрите. Ух ты, значок. Пионерский значок, друзья. Причем ранний. Круто. Всегда готов. Советский пионерский значок. Прикольно. Эмаль на месте. Думаю, почищу, вообще крутой будет. Вообще классная находка. Ладно, сейчас уже буду собираться, но если еще что-то интересное будет, обязательно покажу. Горные травы очень полезные. Вот это, друзья, чебрец. Его очень хорошо добавлять в чай и прочие горячие напитки. Он не только придает очень интересный вкус, но еще и обладает лечебными свойствами. Так что знаете, как выглядит одна из лечебных трав Кавказа. Кстати, он скоро уже подрастет, его можно будет собирать. Вот возле этой штуки нашел такую интересную пробочку. Хоть и ржавая, но здесь надпись выбита. Пятигорск, ПЗ Машук и год. Если не ошибаюсь, 1989. Хороший сигнал у меня здесь. 96-97. Давайте попробуем выкопать в онлайне и посмотрим, что это. Вот здесь. О! Смотрите. Это явно медная монета. О, я вижу, что это империя уже. Ух ты! Удался сегодня коп. Так, что это за год?
Это у нас 3 копейки 1911 года. Ух ты, классно. Очень классно. Зачетище. Nueva búsqueda, mira. ¿Qué es eso? Es pequeño cuchillo. Interesante. Encontré sin detector solo con mis ojos. Tomamos, claro. Vamos a continuar. Очередной ранний советик у меня. Это у нас двушечка 1937 года. Неплохо. Берем. А вот она и первая находочка после челленджа. Верховая монетка. Кстати, монетка довольно интересная. Это 3 копейки 32 года. Ранние советы. Вот это уже нормально. Вот это берем. Продолжаем. Снова у меня 10 рублей. Ходячка. Но не простые, а юбилейные. Это у нас 10 рублей из серии «Города воинской славы». Город Брянск. Неплохо. 2013 год. Круто. Нашел я кое-что интересное. Остатки вот такой вот подвески. Или что это было? Не серебро, бижутерия. Но прикольно. Не просто ходячка какая-нибудь. Берем и продолжаем. Попалось у меня очередное грузило. А снимаю я его потому, что это грузило с надписью. Вот с этой вот стороны написан вес 60 грамм. Я уже нашел такое же, но 20 грамм. А это вот 60. Прикольно. Ну, наконец-то еще монетос выпал. Это, походу, еще щитовик. Да, это 20 копеек. И снова 32 года. Ну, нормально, пойдет. The first coin of the day. Look at that. Right here. And what is this? It's 15 kopecks of 1931. Cool year. I'll take it. В общем, друзья, мы уже заканчиваем, но все-таки выпало еще кое-что. Смотрите. Вы представляете, еще одна двушка. Александровская. Да, еще одна Александровская капуста. Вот это да. Год сейчас не скажу, потом дома почищу. На обзоре все увидите. Вообще коп зачетный. Продолжаем. Ну и самое главное.